Друзья, приветствую вас! С вами Константин Горячев, ваш эксперт по ипотеке на строительство. У нас сегодня очень интересный финальный выпуск про ипотеку на строительство в 2023 году. Из этого видео вы узнаете много полезной информации. Кто может быть подрядной организацией, какие требования предъявляются к подрядчику, как подтвердить первый взнос для банков, нужно ли размещать денежные средства на счету и как снизить первый взнос, какие варианты существуют, можно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке на строительство, куда банк переводит денежные средства, только строительной компании или он может перевести их на ваш счет. Как проходит процедура сделки? Можно ли отменить страховку и поднимется ли при этом ставка по ипотеке? Ну и самое главное, как отчитаться перед банком за полученные деньги? Какие документы нужно предоставить? Что будет, если вы не успеете вовремя построить дом? Ну и в финале вы узнаете, как получить денежные средства на ремонт и достройку дома. Смотрите обязательно этот выпуск до конца, будет много интересной и полезной информации. Хорошо, то есть, значит, если я все-таки решила строить с подрядной организацией, да, строительной, то есть кто может вообще выступать подрядчиком, есть ли у банка какие-то требования, как вот выбрать надежную компанию? По строительной компании это не основная фишка Сбера, да, то есть то, что в Сбере не требуется аккредитация подрядчика. И это вроде бы мелочь, но на самом деле, вот если взять Дом РФ, аккредитация, она не то чтобы сложная, но она затратная в плане времени. И не все подрядчики прямо вот быстро спешат аккредитовываться. В Сбере подходит любой подрядчик. Это может быть ИП, это может быть ООО. То есть самое главное, чтобы был АКВЭД 41.20, это строительство. То есть это может быть даже ИП. Вот я сейчас отчитывал условия, и вопрос задается какой, что вы директор организации, проще говоря, у вас есть строительная компания, вы себе оформили ипотеку на строительство, и может ли ваша же строительная компания, где вы являетесь директором, строить вам дом? Ответ, что может, что если договор подряда за вас подпишет главный бухгалтер или технический директор, даже вот так вот. Любая строительная компания, допустим, строительная компания, в которой директором является поручитель, то есть здесь вообще ограничений никаких нет. Потом по поводу договора подряда. Очень важный момент, он достаточно простой. Образец я прикреплю внизу видео, чтобы его можно было скачать. Договор подряда на момент рассмотрения объекта в банке, то есть когда вы подгружаете документы по земле, вам нужно подгрузить договор подряда. Вы можете его не подписывать на этот момент и подгрузить просто в вордовский файлик. Вобьете реквизиты застройщика, и попросите застройщика сделать проект и на рассмотрение подгрузите всего лишь проект, то есть без печати, без подписи. И когда уже ипотеку полностью одобрят, на сделку, на получение денег, вам уже нужно будет принести подписанный договор подряда. То есть любой подрядчик, то есть проблем здесь нет. Хорошо, значит, мы все выбрали, все утвердили, нам ипотеку одобрили. Какой должен быть первоначальный взнос и какими документами его нужно подтвердить? Да, первоначальный взнос это тоже является одним из самых основных ограничений для того, чтобы построить собственный дом. Но на самом деле, допустим, если мы строим дом за 6 миллионов рублей, берем ипотеку на 6 миллионов рублей, если у нас есть 900 тысяч рублей, а это 15% это минимальная сумма первоначального взноса, то этого вполне достаточно. Если мы хотим подать заявку по двум документам, первоначальный взнос понадобится чуть больше, 20%. То есть если это 6 миллионов рублей, мы указываем банку, что у нас первоначальный взнос составляет 1 200 000, 20%, заявку подаем по двум документам. То есть каким образом можно подтвердить первоначальный взнос? То есть, если мы строим самостоятельно, собственными силами, то мы можем подтвердить это чеками на закупку, допустим, древесины,
там, каких-то там кирпичей, еще чего-то, то есть, да, каких-то стройматериалов. То есть мы можем это подтвердить чеками. Естественно, чеки, они должны быть до момента получения кредита, то есть там полгода назад, там, ну, то есть до момента получения кредита, что мы уже осуществили эти затраты. Также еще можно подтвердить наличием собственных средств на счету в другом банке, что у вас есть вклад на 900 тысяч рублей. Какой здесь лайфхак? Ну, один клиент так сделал, то есть я расскажу, может быть, вам тоже пригодится. Когда, допустим, у вас не хватает полной суммы, у вас есть 500 тысяч, а нужно подтвердить 900 тысяч. Он взял еще там 400 тысяч у родственников в долг, разместил этот вклад, сделал взнос, ну, на вкладе разместил 900 тысяч, взял справку из банка о том, что у него на счету лежит 900 тысяч, отдал родственникам 400 тысяч и вот эту справку предоставил в банк о том, что у него есть эти средства. Ну, это такая хитрость. Бывает так, что у людей квартира не продана, по факту эти деньги есть, но вот в наличности они не могут разместить. Поэтому можно сделать вот при самостоятельном строительстве такую вот небольшую хитрость. То есть вот, если вы строите через строительную компанию, то, естественно, вы первоначальный взнос перечисляете строительной компании, как и последующие платежи, которые вы за счет кредита получите. То есть вы либо вносите в кассу компании, либо перечисляете там с онлайн-банка. Да? То есть если вы перечисляете с онлайн-банка, то у вас будут такие PDF-файлики, ну, допустим, из Тинькофф, что вы там перечислили там компании «Стройартель» там, 2 миллиона рублей. То есть вы эти PDF-файлики скачиваете, прикрепляете в дом-клик, этого достаточно. Также застройщик может вам выдать письмо, образец письма я тоже прикреплю внизу под видео, о том, что они получили от вас денежные средства в размере таком-то. То есть вот, при этом банк не всегда требует кассовый чек, достаточно просто письма. Да? То есть если вы договоритесь с застройщиком, попросите, чтобы он на 200-300 тысяч указал побольше сумму, что вы ему внесли, то тоже какой-то вариант вот, решить вопрос минимизации первого взноса. Вот такими документами можно подтвердить первый взнос. Константин, а могу ли я использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса? С материнским капиталом это всегда, как бы его назвать, он есть, но как бы его и нет, да, как его использовать, основной вопрос всегда возникает. Если вы строитесь собственными силами, то использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса нельзя. Но если вы строитесь через застройщика, через строительную компанию, то денежные средства могут быть переведены на счет строительной компании, то есть их можно использовать как первоначальный взнос. В любом случае, когда вы получите ипотеку на строительство, то есть, допустим, сейчас у нас февраль, в марте, сейчас нельзя их использовать, вы получили ипотеку на строительство в марте, и в марте, как только вы ее получили, относите документы в пенсионный фонд, и вам гасит уже полученную ипотеку материнским капиталом. В любом случае, если вы получите ипотеку на строительство, материнский капитал у вас будет использован. Константин, как происходит сделка? Что мне нужно на ней сделать? Как проходит сделка? Ну, сделка проходит очень просто. Сейчас большинство сделок проходит с электронной регистрацией. То есть вы... Очень удобно. Да, приходите в банк, подписываете все. Причем ваш продавец, он может быть там, если вы в Москве покупаете или в Питере участок, вы можете находиться, ну, допустим, в Ярославле, а продавец находится в Питере, и все произойдет. Вам не нужно будет ехать туда. Вот. Ну и плюс не нужно идти в МФЦ. А важные моменты, которые касаются страховки жизни. То есть, вот, друзья, я вообще всех призываю максимально страховаться, если вы берете крупные ипотечные кредиты, потому что жизнь, к сожалению, непредсказуема. Но если вы решили все-таки по каким-то причинам отказаться от страховки, по семейной ипотеке вы это можете сделать без увеличения процентной ставки. То есть 5,3 написали заявление на отказ по страховке, и вам выдают ипотеку без страхования. Если у вас нет детишек, и это госпрограмма 2020, если там вы отказываетесь от страховки, соответственно, у вас увеличивается процентная ставка на 1%, смысла никакого нет. Поэтому, если есть детишки, можно отказаться, если нет, не отказываемся. Когда еще целесообразно отказываться от страховки? Если заемщик, либо поручитель в возрасте, допустим, 60-65 лет, то есть там страховка может составлять 1,5-2%, да, то есть высокая, а при отказе от страховки ставка увеличится на 1%. Поэтому с точки зрения финансовой может быть выгодно, вы что-то выиграете при отказе от страховки, но с точки зрения рисков, конечно, возрастных заемщиков также лучше страховать.
куда переводятся денежные средства. То есть если я работаю с подрядчиком на счет подрядчика, либо все-таки мне на счет и на карту, да, потому что страх все-таки вдруг подрядчик обанкротится, что делать? Какой вариант более правильный? Марин, полностью согласен. Вопрос перечисления денежных средств одной суммы подрядчику, он очень волнительный, и я бы такого, конечно, не делал. По поводу выдачи кредита, да, вообще то, как вам будет выдан кредит, будет зафиксировано в кредитном договоре. Вот перед получением, перед сделкой, то есть вы можете зайти в Дом.Клик, там у вас будет такая вкладочка «Документы по сделке» и открыть свой кредитный договор и почитать его. Там 3 странички, он несложный. Да? Соответственно, во-первых, кредит может выдаваться либо единовременно, либо частями. То есть вот у меня друг Василий, он получил ипотеку, по-моему, 4 месяца назад и только частично использовал кредит, а второй в течение 2 лет нужно получить полностью кредит, но можно его получать частями, как минимум 2. То есть когда начнется основное строительство, он получит кредит, и уже, то есть не будут проценты начисляться на неиспользованные деньги. То есть вот это можно и единовременно получить, и траншами. Потом по поводу выдачи кредита и по поводу подрядчика. Да, в банке предусмотрено, что по умолчанию, если вы позвоните на горячую линию, поинтересуетесь, вам там скажут о том, что деньги выдаются на подрядчика. То есть это способ выдачи по умолчанию. По отдельным заемщикам, да, то есть вообще есть такая возможность, чтобы деньги выдавались на счет заемщика. У нас многие клиенты изъявляют такое желание, и в этой ситуации денежные средства перечисляются на счет заемщика, и человек уже может самостоятельно рассчитываться с подрядчиком, перечислять ему деньги по мере выполнения работ. Естественно, деньги должны перечисляться только на финансирование строительства и ни на какие другие цели. Это тоже очень важный момент. Но они будут у вас на вашем счету, вы их будете видеть и не переживать, что вы их отдали подрядчику, а с ним что-то может случиться. Так, хорошо. Деньги есть. Как теперь за эти деньги отчитываться? Нужны ли какие-то чеки и через какой промежуток времени, на каком этапе я уже смогу получить документы в собственность? И что будет, если я не успею построить дом? Это очень важный вопрос, потому что когда вы получаете деньги, за них нужно отчитаться, потому что кредит целевой на строительство дома, вы должны это понимать. Вот, чеки, вообще любые бумаги лучше собирать, потому что впоследствии вы можете захотеть продать этот дом, и это расходы, которые потребуются, чтобы минимизировать расходы. Поэтому чеки мы собираем, конечно же. То есть но для банка, я думаю, что эти чеки не понадобятся, и когда мы общаемся с сотрудниками Сбербанка, они говорят, что самое главное — это в течение 3 лет передать в залог дом. Вот. Что значит передать в залог дом? На какой стадии вообще можно этот дом получить документы на собственность? Вообще, чтобы получить документы на собственность, у вас должен быть теплый контур, то есть это стены, окна, двери, крыша. Коробка, да. Коробка, да. То есть, по сути, вы уже можете оформить на этой стадии документы в собственность. И что еще очень важно, если у вас, допустим, вы взяли 6 миллионов и через 3 года остаток кредита у вас остался 5 миллионов, то есть вот эту коробку ее должны оценить плюс 10%, то есть 5, то есть 5600 где-то. То есть у банка требование, чтобы передаваемый в залог, пусть и без внутренней отделки, да, дом, то есть он был на 10% по отчету об оценке выше суммы кредита. То есть если осталось 5 миллионов, то желательно, чтобы там 5 800 была оценка дома. Что будет, если вы не успеете в срок построить дом? Опять же, это все прописано в кредитном договоре. Кредитный договорчик я тоже прикреплю внизу видео. И, друзья, вы когда смотрите различных блогеров, консультантов ипотечных и прочих людей, это все очень здорово, но всегда отталкивайтесь от документов. То есть я в своей работе руководствуюсь только документами, потому что это четкие знания и то, что будет, какая ответственность предусмотрена, если вы
не успеете построить дом, прописана в кредитном договоре. Причем она разная. То есть если это ипотека на строительство собственными силами, ключевая ставка на момент получения кредита плюс 4,5%, по-моему, если не ошибаюсь, то есть где-то до 12%. Если вы взяли ипотеку с подрядчиком, то там форма договора чуть-чуть другая, то есть там ставка увеличивается в 1,5 раза. То есть, соответственно, да, первое это то, что увеличится ставка. То есть, соответственно, если была ставочка 5,3, будет 7,95, если 7,3, то 10,95, то есть ставка увеличивается. Если вы построили основную часть дома и не успели просто, вы можете в общих условиях кредитования прописано, что вы можете попросить у банка отсрочку без повышения ставки, то есть вплоть до 2 лет. Но не факт, что 2 года вам предоставят, но, допустим, год еще у вас будет на достройку дома без повышения ставки. То есть я думаю, что такую отсрочку давать обязательно будут. Вот, ну и если вы вдруг совсем не построили дом, ну вот как-то так получилось. Прогуляли. Да, то есть, ну разные ситуации. На другие цели. Нет, ну опять же, перевели деньги подрядчику, Мгм. да, Да, кстати, да, тоже а могло он как такое бы по каким-то причинам что-то произошло, что нет ни дома и нет денег, да. Здесь вы должны понимать, что вы либо должны за счет иных средств загасить этот кредит, чтобы у вас не возникла ответственность. А если не будет ни дома, ни денег, то банк имеет право потребовать досрочного возврата. То есть, соответственно, досрочный возврат – это требование, то есть оно там не одномоментно, да, то есть не за день, не за два, но если вы не сможете досрочно погасить кредит, не передадите дом, то есть это будет досрочный возврат, и, соответственно, ну, это может привести просто к просрочкам. Поэтому здесь силы нужно как бы здраво оценивать. То есть, вот, ну, я думаю, что не у многих такая ситуация будет, но знать об этом вы должны. Константин, вы говорили про друзей, и я вспомнила, что, например, да, у меня есть подружка, которые уже построили свой дом, да, и им был, например, вопрос актуален и взять ипотеку на ремонт дома. Ну, там потекла крыша, что-то вот такое. То есть такой вариант возможен? Так, с ремонтом дома, Марин, ну вот смотри, какая ситуация. То есть нас сейчас наверняка смотрят люди, которые уже на текущий момент за счет собственных средств построили там коробку, вытянули, то есть фактически дом построили, но еще не оформили его, на собственность не поставили. Поэтому что мы берем? Ипотеку на достройку. По факту эти деньги можно пустить на ремонт дома. Вот. Если вы, конечно, уже ввели дом в эксплуатацию, то ну, как бы придется брать под залог дома, и это уже будет рыночная ставка, там 12%, но таким способом тоже можно поступить. Поэтому, то есть, если вы строитесь, получается, не спешите вводить дом в эксплуатацию, потому что даже если сейчас у вас есть средства, а потом они вдруг понадобятся, и дом еще не будет поставлен на учет, вы можете взять ипотеку на достройку и дофинансировать строительство дома. Ну что, вы ответили, Константин, на все мои вопросы. Я уже созрела с этой мыслью и, конечно же, приду к вам на дополнительную консультацию, где мы уже будем проверять всех моих поручителей и мои средства. Да. Расскажите, как зрители могут вас найти, как к вам можно будет обратиться. Друзья, найти нас очень просто. Под этим видео есть ссылочки на мой личный WhatsApp, есть ссылочка на сайт goodipoteka.ru, компания «Моя ипотека». Вы можете зайти на сайт, оставить там заявку. Вы можете написать сообщением в WhatsApp. И также есть ссылка на анкету, на квиз. Вы можете прокликать ее за несколько минут, и мы уже получим по вам готовую информацию. И на звонке сможем вас квалифицированно и полно проконсультировать. Вы можете связаться с нами любым способом, так как вам удобно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если информация была для вас полезной, поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас возникли вопросы, а я уверен, что они у вас возникли, пишите обязательно в комментариях или мне в личные сообщения. И не забудьте подписаться на мой канал, потому что я делюсь с вами только самой ценной, проверенной на практике информацией. И в ближайшее время у меня будет самое подробное видео по разбору большинства вопросов, которые вы задаете мне в комментариях. Следите за моими обновлениями. С вами был Константин Горячев. До новых встреч!